Здравствуйте, уважаемые господа! Начинаем сегодняшнюю программу, посвященную здоровью, с компанией «Тибетская формула». Хотелось бы сразу же сказать вам, в случае, если у вас есть тяжелое заболевание или тяжелое недомогание, то ориентируйтесь на помощь лечащего врача. Обращайте внимание на это. В случае, если ваше состояние критическое, я считаю, что важнее обратиться к врачу, чем пользоваться препаратами компании «Тибетская формула». Я создавал компанию «Тибетская формула» с целью помочь человеку выйти из состояния заболевания, с целью профилактики заболеваний и реабилитации и восстановления организма после перенесенных болезней. А вот лечением пусть занимается лечащий врач. Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. Вчера в 12 часов дня я опубликовал пост в своей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ. Задайте под этим постом свой вопрос, связанный со здоровьем. Я отвечу на него в завтрашнем вебинаре в 12 часов. Итак, я получил 168 вопросов и постараюсь по возможности на них ответить, если вы не устанете. Татьяна Кустова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, можно ли добавлять уролис и манкулит сразу в стакан с каолиновой водичкой и пить утром натощак? Да. И достаточно ли это для профилактики? УЗИ показала один элемент солевого диатеза, один раз утром пить по 1 чайной ложке каждого препарата. Спасибо за ответ. Да, этого будет достаточно. Необходимо четко понимать, в случае, если у человека появляется солевой диатез, то это очень часто сопровождается ожирением. В случае, если есть ожирение, то это очень часто сопровождается инсулином, который накапливается подкожно. Именно поэтому я практически всегда говорю, что без изменения рациона питания в определенную сторону избавиться от солевого диатеза практически невозможно. Как же переориентироваться и какая диета должна соблюдаться человеком, который лечит солевой диатез? На первое место необходимо поставить ограничения в продуктах питания, имеющие сладкий вкус. То есть нельзя есть мед, сахар, ограничивайте употребление глюкозы. Даже я не рекомендую сладкие фрукты. Это необходимо делать хотя бы 1 месяц. Далее, белый хлеб, категорически алкоголь, категорически свинину и копченые изделия, категорически колбасные изделия. Все остальное по возможности 1 месяц вегетарианской пищи без хлеба. Таким образом заметно улучшится общее состояние. При этом очень хорошо было бы принимать в большом количестве рис и в большом количестве квашения. Квашеная капуста, квашеные помидоры и так далее. Уролис манкулит поможет, конечно. Есть еще препарат подагрин. В случае, если у человека солевой диатез и подагра, то подагрин уберет данную проблему. Также у нас есть препарат, он называется Метикс. В его состав входит сабельник. Сабельник, как известно, тоже устраняет солевой диатез. В случае, если где-то болит там шея, остеохондроз или там вальгусное искривление стопы или просто болит стопа, рекомендую вот этим препаратом Метикс и смазывать данные места и принимать его чайная ложка на стакан воды 1-2 раза в день. Виктория Коломейцева. Помогите, пожалуйста, пью 6 месяцев многие препараты ТФ, аллергонорм, тантал, бронхоспатин, трангин, дентар. Чем можно вылечить бронхиальную астму? Может, есть специальная схема лечения? Все правильно. Там есть препарат такой, называется у нас. Вы пьете все, что, по идее, может вам помочь, но вы не говорите об основном препарате, который необходимо принимать. Данный препарат называется Тарантел. Данный препарат Тарантел мной был разработан как препарат, который может убрать астматическое заболевание у человека. При этом я бы хотел еще дать проверенный, действительно очень хороший способ, такой вот удивительный метод. Сегодня буквально, когда ехал сюда, думал о том человеке, который в свое время познакомил моего отца, который болел астмой очень много лет.
Будучи человеком со стажем курильщика многолетним, будучи человеком, который в раннем возрасте начал страдать астмой, мой отец работал трактористом в садовиноградной бригаде в Крыму, и один из видов работ его было орошение ядовитыми веществами, аммиак содержащими веществами, нитратами и фосфатами садов, которые находились в Крыму. И в погоне, наверное, за длинным рублем он больше 11 или 12 лет проработал вот на такой тяжелой работе. Естественно, колоссальное отравление организма получил, и на этом фоне у него развилась астма. Она была у него, имела тяжелейшую форму, и ему не помогали ингаляторы, очень много он их использовал, ну еще и на фоне огромного стажа курильщика справиться с этим было невозможно. И один человек, врач, медицинский работник, увидев его, посоветовал ему использовать следующий метод. Для данного метода необходимо было найти столовые каштаны и темный виноград. То есть он посоветовал делать так: перед каждым приемом пищи в обеденное время съедать 6 каштанов столовых, но не те, которые горькие, конские, а те, которые принимают в пищу не жаря, просто в сыром виде, заедая 6 или там 8 синими виноградинками. Это он начал делать, там где-то нашли эти каштаны, и к удивлению всей семьи астматическая болезнь отступила. Он все равно до очень преклонного возраста пользовался астмопентом, но уже, как он говорил, больше по привычке, так как хотелось ему, а сами вот эти приступы тяжелейшего кашля, они в дальнейшем перестали его мучить. Могу вам посоветовать, у меня была знакомая Ира, она приезжала, не помню из какой страны, Португалии, по-моему, и у нее были тяжелейшие приступы астмы, и она астмой болела очень много лет, и ей посоветовал данный рецепт использовать, сказала, что очень помогает, очень помогло. Но для того, чтобы эффективность была лучше, все же рекомендую использовать данный препарат совместно, данный рецепт совместно с препаратом моей компании Tarantel, так как Tarantel очищает легкие, купирует немножечко вот эти спазмы, которые появляются в бронхолегочном аппарате, в общем. И очень рекомендую именно с этого начинать. Также активные виды дыхания, это дыхание по патрулу Далкара, о котором вы можете услышать или даже посмотреть в одном из видео, которое называется «Дыхание по патрулу Далкару», или используйте метод, который я называю методом Тибет, это тяни, сиди, беги, дыши. Данные упражнения великолепно себя зарекомендовали среди людей, которые ими пользуются. Очень рекомендую, работайте над собой, астма, как правило, на этом фоне отступает. Ирина Шоколо. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, с чем связаны отеки на лице только в зимний период? Принимаю калий, чуть-чуть уменьшились. Спасибо. Отеки в зимний период целиком исключительно связаны с аллергией холодовой. Как правило, у большинства людей, прямо у большого количества людей есть холодовая аллергия. И я это очень часто замечаю. Буквально позавчера приезжала к нам знакомая Сонина, и я обратил внимание, что она очень отекшая. И я у нее спрашиваю: скажи, у тебя до первых заморозков не было отеков? Она говорит: нет, как только похолодало, я сразу же начала отекать. Так вот, это реакция на холод. И это самая настоящая холодовая аллергия. Можно ли с ней как-либо справиться? Да, с ней можно справиться в случае, если увеличить метаболизм кальция в организме. Какими препаратами? Рекомендую в этот период использовать препарат цитрат кальция, четверть чайной ложки на 1 стакан воды, выпивать 1 стакан 1 раз в день и принимать препарат аллергонорм и галит по 1 таблетке 1 или 2 раза в день. Выздоравливайте.
Елена Драчук. Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, чем можно убрать зуд при аллергическом розовом плоском лишаем. А поможет вам синий изюм. Оказывается, уникальность синего изюма купировать как раз вот такой зудящий аллергический плоский лишай. Берите вот такой синий изюм, откусывайте или разжевывайте и смазывайте место, где находится лишай. Будете шокированы эффективностью и быстрым эффектом устранения розового лишая. Также есть народный способ, это свернуть воронкой бумагу белого цвета, поставить на тарелку и сжечь. После чего пепел выбросить, а то масло, которое образовывается на этой тарелке, такой деготь темный, это масло необходимо пальцем собрать и розовый или там ваткой собрать и розовый лишай смазать. Также если вы смазали розовый лишай, то его необходимо не менее 2-3 часов ничем не мочить, так как распространение розового лишая, как правило, происходит в случае, если вокруг него находится жидкость. То есть, если вы потеете, его распространение будет увеличиваться. В случае, если вы не потеете, все это быстро исчезнет. Почему-то вспомнилось детство, когда-то у меня на голове появился розовый лишай, он был страшный такой и обширный, аж на лицо как-то оно спадало там. И мои соседи, они были болгарами, и посоветовали моей маме использовать порошок, сделанный из фасоли сухой. И моя мама успешно с этим справилась, она сделала порошок из фасоли, засыпала эти места, где был лишай, и он, к всеобщему удивлению, уже до вечера исчез. Конечно, чудо. Спасибо огромное за все, что... Подскажите, пожалуйста, 2-летнему внуку поставили диагноз дисбактериоз. Есть почти ничего нельзя. Ни яиц, ни молока, ни овощей. У него под локтями, коленками, в других местах появились экземы. Он постоянно их расчесывает и плохо спит. Подскажите, пожалуйста, чем ему помочь? Сделать это несложно, и вам помочь тоже несложно. Специально в нашей компании разработан препарат, который называется «Золотые желудочки». Да, Женя, есть такой? Золотой желудок. Вот я открываю. Золотой шлунок называется. Данный препарат уникален тем, что он восстанавливает бактериальный фон желудочно-кишечного тракта. Содержит в себе измельченный и высушенный порошок, сделанный из пленок куриных желудков, который является натуральным источником большого количества ферментов, фолиевой кислоты, микроэлементов. Особенно хорошо вот таким деткам давать, у которых прямо появляются вот эти вот проблемы. Второе. Обязательно уберите из рациона питания только сладости. И молоко можете давать, и яйца, и овощи, все можете давать. Давайте каждый день ребенку на кончике ножа магнезию, так чтобы он рассасывал, запивал водичкой. Давайте ему каждый день по 1 чайной ложке красной икры. И давайте ему мои препараты здоровый шлунок или здоровый желудочек, кальция карбонат и аллергонорм. И увидите, за 1 неделю ребенок очистится и будет другим. Также советую применять еще препарат наноаквахилат серы. Он так и называется в нашей компании Сирка. 1 чайная ложка 1 раз в день. Сами места появляющейся экземы, в случае, если она сухая или мокрая, там не имеет значения, присыпайте солевым раствором ропы. То есть разведите соль в большой концентрации, налейте в пульверизатор и брызгайте прямо на эти места, где появляется такая экзема. Ограничивать ребенка в пище не стоит. Уберите полностью сладкую пищу. Мария Урсу. Очень много лет принимаю у меня проблемы. Очень сушится ступни ног. Может потому, что работа на ногах, обувь на ногах медработника, резиновые доктора Шул. А это в Германии так называется. А это у вас в Италии обувь называется. Мажусь по вечерам бальзамом Дуйко, чтобы ноги не болели, а вот для сухости не помогает. С чем это может быть проблема, как решить? Обращайте внимание на сухость своей кожи. Дело в том, что это очень часто показывает на обморожение и на переохлаждение поверхности вашего тела. Именно поэтому в случае, если ваши ноги все время чувствуют холод, реагируют на сквозняк или в них замедлено кровообращение, будет появляться сухость. Каким образом необходимо убирать такую сухость? Рекомендую все-таки утеплять ноги, то есть дополнительно поддевать
теплые носки. Второе, парьте ноги в теплой воде с добавлением желательно свиного или гусиного жира. Каким образом приготовить такую ванночку? Возьмите ванночку воды, добавьте туда воду на 3-4 литра, на 3-5 литров воды горячей, добавьте 1 столовую ложку соли, на которую необходимо накапать 30 капель йода. После чего растворить это все в этой воде и туда же добавить 1 чайную ложку гусиного или свиного жира. Еще хорошо было бы 1 чайную ложку. Вместо гусиного и свиного жира можно добавить столовую ложку камфорного масла. И также 1 чайную ложку камфорного спирта. После чего ноги необходимо поставить в водичку и сверху накрыть там одеялом, полотенцем, еще чем-то. После чего очень хорошо периодически поднимать ногу, обтирать и хлопать по ней руками. Таким образом сможете запустить сосуды ноги, убрать ревматизм кожи, который формируется, и в дальнейшем не страдать таким заболеванием. Очень хорошо помогает еще бани с крапивой. Ну, где вы там в Италии баню найдете? Татьяна Иванова. Как можно избавиться от старческих коричневых пятен на коже, ее сухостью, а также от воспаления суставов на пальцах и их искривления? Спасибо заранее. Искривление — это остеопороз, а вот заболевание суставов — это скорее всего полиартрит, если он и на левой, и на правой руке. В случае, если на одной руке, то просто артрит. Артрит имеет 3 формы. Первая форма аутоиммунная, появляющаяся на фоне аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит. Как определить это? Необходимо сдать 3 анализа или провести 3 исследования. С-реактивный белок, антистрептолизин и ревмофактор. В случае, если С-реактивный белок высокий, это говорит о том, что вы болеете аутоиммунным заболеванием. Как известно, аутоиммунные заболевания — это заболевания иммунитета. То есть по-другому у вас, скорее всего, есть депрессивное состояние иммунитета, иммунный дефицит вот такой, и вам необходимы препараты, которые будут ваш иммунитет улучшать. Какие это препараты? В моей компании это может быть Бактамакс, это может быть препарат Артридикс, Иммуногрант, это эмбриональный эликсир. Второе, а если это на фоне климакса произошло, тогда препарат Климактерикс, 1 таблетка 2 раза в день. В случае, если у вас будет повышен антистрептолизин, это будет говорить о том, что у вас есть поражение и инфицирование стафилококком крови, или же где-либо стафилококк находится. Я считаю, что всегда, во всех случаях, артрит имеет происхождение стафилококка. То есть в случае, если антистрептолизин повышенный, это говорит о том, что вы только заболели стафилококком и, видимо, еще это не перешло в хроническую форму. Но вот когда оно переходит в хроническую форму, то антистрептолизин снижается, а С-реактивный белок поднимается или повышается. И как бы завершением этого всего появляющийся ревмофактор. То есть это говорит о тяжелом хроническом заболевании, связанном с артритом, полиартритом, аутоиммунным артритом, если можно так сказать, аутоиммунным заболеванием. И здесь много наболтал, но теперь чем это все необходимо убирать. Медицина лечит обычно это следующим образом. Назначает гормональный препарат в случае, если повышенный С-реактивный белок. Назначает антибиотик доксициклин в случае, если или соответствующий антибиотик, который имеет фактор подавления вируса стафилококка в крови. Есть такой анализ, выбирают антибиотик. Обычно это либо амоксициклин, либо доксициклин, либо цефтриаксон. И третье, применяют терапию, которая связана с введением уже химиотерапии. Это в тяжелых состояниях, в тяжелых случаях это может быть метотрексат и так далее. Опять же, я хотел бы вам сказать, что назначения такие сделать может исключительно только врач, который
исследует все анализы крови, у которого будет достаточное количество компетенций для того, чтобы сделать такие назначения. Особенно, если дело касается гормонов. Их нельзя самому назначать и ни в коем случае нельзя самому отменять. Именно поэтому я противник отмены каких-либо гормональных препаратов в ходе лечения любого абсолютно заболевания. Тем не менее, от себя хотел бы сказать, по моему мнению, традиционные методы лечения ревматоидных заболеваний на сегодняшний день неэффективны. Да, человеку можно помочь справиться с ревматоидными заболеваниями, но дело в том, что вылечить, как правило, такого человека фактически невозможно. Только на ранних стадиях, то есть применением доксициклина или на ранних стадиях применения мидрола в низкой дозировке, 4 или 8 или даже преднизолона, но в целом в дальнейшем данное заболевание не отступает. И здесь появилась идея, почему данное заболевание не отступает, ведь по идее все условия для его лечения созданы в организме с применением данных препаратов. И вывод сделан мной вот такой. Видимо, где-то в нашем организме постоянно находится, скорее всего, очаг дополнительного вирусного инфицирования. Такие очаги, по моему мнению, находятся в двух местах. Первое место — это, конечно же, носоглотка. И второе место — это слепой кишечник или слепая кишка. Именно поэтому у меня есть предложение. Я считаю, что ревматоидные заболевания можно попробовать лечить следующим образом. Делать полоскание горла на протяжении дня таким составом. Берется 1 стакан воды столовой и добавляется пол чайной ложки перекиси водорода. Вот таким составом необходимо в течение дня до 10 раз полоскать горло и сплевывать. При этом очень хорошо делать ингаляции. 1 чайная ложка лонгин на стакан воды. Вот такой ингаляции делать ингаляции. Для того, чтобы улучшить иммунитет и, в общем-то, проингалировать носоглотку. Далее, третье — использование эмбрионазина как спрея, то есть делать орошение носоглотки и ротовой полости перорально препаратом эмбрионазин 2 раза в день. Ну и заключительное, делать микроклизмы, 1 стакан воды, четверть чайной ложки перекиси водорода, ректально 2-3 раза в день на протяжении хотя бы 10 дней, как показала практика. В случае, если это все применять и дополнительно добавить еще препарат Artridix, Caelrix и Гемортан, и принимать данные препараты на протяжении 1-2 месяцев, используя вот эти месячные циклы орошений носа, ингаляции и ректальные микроклизмы, данное заболевание отступает и в дальнейшем уже так мощно не проявляется. Светлана Третьякова. У меня такой вопрос. При бруксизме на ночь я одеваю на зубы капы. Какие препараты СТФ могу приобрести? Иногда чувствую сильное давление в области висков. Поможет вам золотой бальзам «Звездочка». Берите золотой бальзам «Звездочка», смазывайте лоб, смазывайте виски. Также поможет настоянная мята на оливковом масле. Возьмите мяту, залейте 1 стаканом оливкового масла, вскипятите и дайте остынуть. После чего данным раствором смазывайте, полоскайте рот, смазывайте виски. Вот таких приступов не будет. Ирина Рябикова. Андрей Андреевич, 55 лет, мужчине болят ступни, сахар в норме, посоветуйте, как полечить. Скорее всего, это либо ревматоидное заболевание, либо артериосклероз. Артериосклероз можно полечить препаратом артериосклеропатин и также препаратом рутин по 2 таблетки 3 раза в день. Смазывать при этом хорошо вальгусановой мазью и бишофитовой мазью. В случае, если это у вас не артериосклероз, а артрит, то золотой бальзам поможет. Галина. Андрей Андреевич, есть такая возможность избавиться от псориаза. За 14 лет не помогли никакие методики. В нашей компании есть препарат, называется Псориатикс. И мазь псориатическая, Псориатикс тоже. Смазывайте мазью, принимайте препарат. Народный способ есть такой. Народный способ заключается в том, чтобы взять
Одну часть меда смешать с одной частью такой же изюма сладкого, желательно темного цвета. И вот таким составом смазывать псориатические бляшки, накрывая сверху, фиксируя такую повязку на 1-2 часа. Когда будете снимать, увидите, что большинство из вот этих бляшек, они будут как отклеиваться вместе с таким бинтиком. Так вот, чтобы вот это отклеивание и исчезновение вот этих бляшек происходило, необходимо использовать еще и состав заваренных кукурузных рылиц. Берутся кукурузные рыльца, 1 столовая ложка на 1 стакан воды, и в виде компресса накладывается вот на такие места. Также человек, который болеет псориазом, должен знать, псориаз очень активным становится в случае, если есть процессы брожения. Процессы брожения, как правило, это процессы, ну, условно, такой скрытой фазы диспепсии кишечника. Для того, чтобы это устранить, необходимо приводить кишечник в норму. И здесь такая вот есть один нюанс. В случае, если человек, это говорит о том, если у него бродит в кишечнике, это говорит об общем несварении в желудочно-кишечном тракте. То есть это говорит о хроническом дисбактериозе. Ну и опять-таки, вот смотрите, что добавляют, допустим, там куда-то для того, чтобы там сбродить что-то. Добавляют сахар. Значит, что необходимо убрать из рациона питания человека, который болеет псориазом? Сладкое. Далее дрожжи. Третье, овощи, которые могут бродить. Четвертое, как же лечить? Восстанавливать кишечник. Каким образом? Вот золотой шлунок принимать препарат. Есть Бактамакс, обязательно принимать препарат. Панкрисорб. Приводить кишечник в порядок. Также очень рекомендую использовать в небольшом количестве препарат трипсин. Трипсин, не трипсин, я ошибся, извините, вот это да, трипсин это яд вообще, пепсин, сейчас насоветую. Пепсин, протеолитический фермент класса гидролаз, правильно. Используйте пепсин, которым сбраживают молоко или сбраживают там какие-либо продукты пищевой промышленности. Используйте его таким образом: четверть чайной ложки на 1 стакан теплой воды размешать и выпить 1 раз в день. Это уберет дисбактериозы очень быстро и в дальнейшем будет восстанавливать кишечник. Когда восстанавливается кишечник, после чего восстанавливается вся кожа. Это проверено. Самое важное для человека, который начинает лечить псориаз, это обязательное условие принимать ту пищу, которая не бродит. То есть не бродит, по возможности убрать сладкое, убрать дрожжи, убрать там любые... Пиво ни в коем случае нельзя принимать, вино, которое может дображивать, молоко нельзя принимать, кисломолочные продукты и так далее. Таким образом можно убрать псориаз. В других случаях сделать это невозможно. Ля абракадабра, вот это у вас фамилия, надо ж, мама так назвала. Ученик 2-й ступени. Полжизни беспокоит проблема сухости кожи, сиборея на голове аж до ранок, угри воспаленные на спине. Уже много чего перепробовал, не помогает, но помогает только на время. Подскажите, пожалуйста, и ответьте. Вам необходим препарат Гемартан моей компании. Скорее всего, это тоже связано с вирусом стафилококка в крови. Препарат Гемартан великолепно с этим справляется. Принимайте его таким образом: на ночь 6 таблеток и потом на протяжении следующего дня по 2 таблетки 4 раза в день. Пропейте 1 месяц, желательно с препаратом, если вы мужчина, с препаратом Тест-Стоп по 1 таблетке 2 раза в день и препаратом Сирка 1 чайная ложка 2 раза в день. Также хочу вам сказать, что есть такой знаменитый, очень простой способ справиться с фурункулами, сибореями на голове. Это использование, ну, можно мой препарат Альбикам от молочницы, но можно и использовать, кстати, забыл о селене сказать. Очень часто эта проблема сибореи связана с недостаточностью селена. Можно приобрести препарат селена в любой аптеке и попить по 1 таблетке 1 раз в день. Ну и как бы в заключение, это народный способ. Берется 1 часть соды и 1 часть полыни горькой. Берется
по одной части в порошке смешивается, и необходимо принимать четверть чайной ложки 1-2 раза в день, запивая просто водой в виде шрота или сухого вот такого порошка. Это очищает кожу, замечательно помогает при аллергии, при сиборее, при дерматите, ну вот таких вот проблемах. Также в саму шампунь, которой вы моете голову, хорошо добавлять порошок из селена, прямо сделанного. Мир вам. Спасибо. Алена Шарипова. У дочери низкое содержание в крови железа и повышенное содержание лейкоцитов. Частые головные боли. Что можете посоветовать? Это не очень хорошо, так как данное заболевание это может быть развитием там, ну, даже вслух не хочется произносить эти заболевания. Можно ли каким-либо образом помочь? Да. Необходимо начинать принимать препараты гемартан, гемостерон, гормонорм, поставит. Гемартан, гемостерон, гормонорм, поставит по одной таблетке 3 раза в день. Также гемонем тоже по одной таблетке 3 раза в день. Лечить головную боль в этом случае не нужно. Дело в том, что в случае, если снижается, если у человека появляется анемия, не происходит формирование гемоглобина или что-то происходит с эритроцитами, это может быть развитием там, в дальнейшем там, самых тяжелых заболеваний, типа там, нейробластного синдрома какого-нибудь, но я не, или миелобластного. Но дело в том, что я не думаю, что у вас все так плохо. Все же давайте попробуем с наших препаратов. Итак, гемартан, гемостерон, гормонорм, поставит, препарат железа по одной чайной ложке 1 раз в день, гемонем 1 таблетка 2-3 раза в день. Ну и можно, по идее, еще, ну и можно любые витамины, фемимакс, допустим. Андрей Андреевич, как избавиться от перхоти? С уважением. Перхоть является синдромом, как ни странно, аллергии человека. Очень часто появляется на фоне употребления человеком какого-то вещества, которое вызывает аллергическую реакцию. Как правило, перхоть является синдромом непринятия лактозы и молочного и молока. Именно поэтому, если вы собираетесь лечить перхоть, вам ни в коем случае нельзя принимать молоко. То есть молоко необходимо убрать. Второе. Увеличить прием селена. Селен можно купить в таблетках, по одной таблетке 2-3 раза в день принимать. Из моих препаратов рекомендую использовать каолин. Добавьте каолин в шампунь и мойте голову. Также это может быть холодовая аллергия, когда человек ходит без шапки, у него происходит появление вот такой сибореи. В случае, если сиборея не лечится и необходимо там что-то, я рекомендую использовать прогревание. Каким образом они делаются? Берется марля, на нее насыпается битый в порошок кирпич, коричневый такой, после чего нагревается, можно с солью его смешать, нагревается и прикладывается к местам, где находятся места поражения сибореи, к голове. Или второе, вот таким кирпичом, из которого делают порошок, добавляют масло, вернее, хозяйственное мыло, после чего делают вот такой вот пилинг вместе с вот таким порошком кирпича, аккуратно так, чтобы не поцарапать голову, после чего смывают. Помогает ли? Да, помогает. Давно уже это знаю, давно советую, очень много людей пользовалось, скажете потом спасибо. Тоже посоветовал человек, очень знаменитый, сегодня его книгу в потоке выложила женщина, это Валентин Кара. Знаком лично с этим человеком, хороший, очень интересный человек, такой целитель и знахарь, и травник. В общем, низкий поклон за огромное количество вклада в жизнь людей и за то, что этот человек все-таки классифицировал применение лекарственных растений и написал такую полноценную, огромную, просто титаническую книгу лечения лекарственными растениями. Наталья Алексеевна Черябина. Счастья, радости, процветания. Благодаря препарату ДРРС фракция в 60 лет узнала, что такое аллергия. Не обошлось
без скорой пригрозили полицией, но это не важно. Вы говорили, что его нужно пить на ночь. Вопрос, а если опять начнется аллергия, сразу пить зодок? Очень хочется пропить этот препарат. Дайте, пожалуйста, рекомендации. Я хочу вам дать рекомендацию. Она заключается в применении витамина В3. Вот с одной стороны, витамин В3 необходим человеку. Есть даже исследования такие медицинские, в ходе которых определили, что практически у всех людей, у которых есть панические атаки, депрессивные эпизоды, стрессовые ситуации, падение зрения, шизофрения, практически у всех людей есть дефицит витамина В3 и дефицит витамина С. И здесь есть одна особенность. Она заключается в том, что витамин В3 в случае, если у человека недостаточность, всегда после применения данного витамина у человека появляется красная аллергическая сыпь. Вот пишу ниацин и аллергия. И вот сразу же здесь появляется такая статья доктора медицинских наук, не буду рекламировать. Аллергия на никотиновую кислоту, никотинамид, ниацинамид. Нередко принимается за нормальную реакцию организма, а нормальную часто путают с аллергической. Причиной этого является специфическое воздействие никотинамида на кожу при наружном применении. Употребление таблеток внутрь сразу проявляет себя при повышенной чувствительности и так далее. Вообще, на самом деле, ниацин должен при дефиците обязательно проявляться в виде вот такой вот аллергической реакции. Никотиновая кислота, влияние на которое организм было изучено, имеет несколько названий, особенность вещества. Когда никотиновая кислота применялась в качестве эффективного лекарственного средства для борьбы с пелагрой, тяжелейшим недугом, заболевание развилось из-за неполноценного рациона. На протяжении столетий свирепствовало в странах Азии, Африки и Европы. Дефицит приводит к пелагре, заболеванию, которому специалисты дали название 3D. Его основным проявлением является диарея, деменция и дерматиты. Ниацин снижает образование холестерина в крови. Никотиновая кислота нашла широкое применение в медицине. Побочные эффекты, вот я о них читаю. Принимая никотиновую кислоту, человек может почувствовать покалывание в теле, жжение кожи, прилив крови к голове. Кроме того, может понизиться артериальное давление, появиться красные высыпания на коже лица, шеи и рук. При частом и длительном использовании препарата могут появиться другие побочные эффекты со стороны пищеварительной системы, диарея, тошнота и рвота. Иногда нарушается работа печени. Меры предосторожности при использовании. Никотиновую кислоту нельзя использовать без назначения врача. Особую осторожность соблюдать при приеме внутрь. Его не следует применять при заболеваниях гепатит, гипотонии, сахарном диабете и приеме антикоагулянтов. Дерматологические признаки: отек, покраснение кожи, сыпи в виде волдырей, сильный зуд с значимым повышением температуры тела. Сыпь на коже в виде узелков, пятен, пузырьков, волдырей, раздражение, зуд, отек, покраснение, резкое повышение температуры тела до высоких значений. Но в отличие от крапивницы, при котором волдыри исчезают практически бесследно, сопровождаются иногда и так далее. Не стоит этого бояться, так как обычно при применении через 1,5-2 часа все его проявления полностью исчезают. Для того, чтобы этого не было у вас, и у вас такая реакция, видимо, связана с тем, что, к сожалению, вы вероятнее всего и имеете заболевание пелагры. Для того, чтобы этого не было, я рекомендую это делать так. Принимайте либо полтаблетки данного препарата, либо дозировку даже меньше. Делайте это на протяжении через 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Не нужно переживать по поводу нарастающейся, как вам кажется, аллергической реакции. На самом деле это естественная реакция организма на применение никотиновой кислоты. Поэтому не бойтесь, которая находится в составе данного препарата. Лікопін, никотиновая кислота. Юліан Калініцький: прошу вашої поради щодо можливості оздоровлення.
Про себя расскажу. Оперирован в 2005-м, грыжа в грудном отделе Т9, Т10, неудачно. Нижний парапарез, болевой концерн, синдром МРТ, коротко тело, деуральный мешок, быдва, коренция. Классическая медицина мне не помогает. На протяжении 3 лет все физические упражнения в центре реабилитации Бубновского. Ношу зеленую ниточку с 38 узлами 1 год. Читаю мантры для позвоночника и суставов. Прохожу ступень. С препаратов Т вертебралис, нео мазь вертебралис с заметным улучшением. Периодично габана, золотой бальзам у месте неврологических поражений. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы изменить или добавить? Я очень хочу вам посоветовать народный способ. Пусть кто-нибудь 3-4 раза в день натирает вам салом свиным позвоночник. Это проверенный такой вот есть метод, он действительно очень хорошо помогает. Также использовать скалку. Пусть кто-нибудь возьмет скалку, которая раскатывает тесто, и вот так по ягодицам и по позвоночнику, вот так не нажимая, быстро катает, так чтобы спина становилась красной. После чего смазывать моей мазью, которая называется мазью вертебралис. Мазь вертебралис и вертебралис принимайте на протяжении 1 года, это вам поможет. Также можете заказать вещество, оно продается в интернете, называется папаин. Принимайте папаин в чистом виде по 1/4 чайной ложки 1 раз в день в виде порошка. Смешайте папаин со свиным салом, смазывайте позвоночник вот такой смесью. Вам восстановит позвоночник на 100%. Найдите упражнение, которое называется 7 упражнений реабилитации позвоночника от Андрея Дуйко. Используйте в мягкой форме данные упражнения, не агрессивно, а мягко. И данные упражнения на 100% полностью восстановят ваш позвоночник. Перед вами сидит человек, у которого тоже были проблемы позвоночника. И который разработал эти 7 упражнений специально для того, чтобы в дальнейшем не пользоваться палочкой и ходить. О, ужас. Рената Данине, many years I have. Ну что, будем переводить. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Много лет у меня проблема с моими глазами. Диагноз роговицы ненормальный. Сухие глаза каждый день и ночью капельками, но ничего не помогает. Помогите, пожалуйста, Рената, Чикаго, ваша ученица. Для того, чтобы убрать данное заболевание, вам необходимо увеличить прием селена и использовать капли Бирол. В нашей компании есть капли Бирол и капли и таблетки Катарфит и Отофит. Применяйте Катарфит и Отофит по 2 таблетки 3 раза в день. Увеличьте прием препарата селен. Также можно дома приготовить самостоятельно вещество. Для этого вам понадобится 100 граммов физраствора, 5 таблеток по 50 миллиграммов селена, размешайте это в физрастворе и добавьте 2 столовые ложки заваренного гинкобилоба, а заваривать его необходимо таким образом: 1 столовая ложка гинкобилоба измельченного заливается стаканом кипятка, после чего берется 1 столовая ложка данного вещества и добавляется в физраствор. После чего вот таким физраствором необходимо закапывать себе глаза по 1 капле в левый и правый глаз, или же второй вариант: брать, смачивать салфетку и прикладывать такую салфетку к себе к глазам перед сном. Также очень поможет медовая аппликация. Прикладывайте мед прямо к глазам, закрытым веком. Подскажите, как избавиться от ксантелазмы век? Спасибо. Необходимо сделать вот что: взять, смешать порошок зиры с порошком гороха нута и залить не так. Необходимо взять порошок нута, после чего заварить зиру так, чтобы очень концентрированный раствор был в жидкости, и после чего вылить в этот горох и замешать лепешку. Вот такую маленькую лепешку прикладывайте к ксантелазме на 10 минут, там, 15 минут. Моя бабушка, которой 100 лет, попала в больницу с пневмонией. Состояние тяжелое, пожалуйста, помогите ей, пускай она поправится. Мы простые люди, не являемся учениками школы. Ну пусть поправится, ну что я могу сделать, пусть
Сейчас что-то завис у меня компьютер. Ирина Пархоменко. Добрый день, Андрей Андреевич. Свалилось все старшие в семье. Подскажите, третий день принимаю агментин, цинк, омега-D3. Омега-D3 не надо. Очень беспокоит то, что не могу полностью вздохнуть из-за того, что на вдохе перехватывает в горле и вызывает кашель. Хотя самого по себе кашля нет. Что лучше добавить? Скажите, пожалуйста, чем можно поддержать младшего сына 7 лет, чтобы не заразился? Камфорным спиртом смазывайте ему грудь и сзади места легких, расположение легких. Также в вашем случае делайте вот так, на бок ложитесь и дышите очень активно. Потом на другой бок лежа и дышите активно. И потом на спине дышите активно. Делайте так по одной, буквально по полминутки. Это после чего, когда встанете, будет сильнейший выброс жидкости, которая находится в легком. И вот такого спазма происходить не будет. Так. Галина Топоровская. Как можно избавиться от деформации суставов кисти рук? Используйте бишофитовую мазь и используйте мазь, которая в моей компании называется Габана. Это уберет деформацию суставов кисти рук. Принимайте обязательно кальций с черникой и цитрокальцимин. Также препарат СТ-кости. Есть такой препарат мицни кистки. Это раньше он назывался у нас препаратом остеопорозис. Но нам запретили его название в Украине. Сейчас я рекомендую его при любой деформации любых частей костной ткани. Также применять его хорошо при остеопорозе. Светлана Архименко. Помогите советом. Удалили селезенка, лопнула и кусочек поджелудочной железы. Кровь влили 2,5 литра. Как можно эффективно восстановиться? Эффективно поможет восстановиться вам крапива. Купите сушеную крапиву и заваривайте. 1 столовая ложка на стакан воды. Пейте 2 или даже 3 раза в день. Это очень быстро восстановит вам и восстановит кровообразование. Ничего не бойтесь. Также топленое молоко, салфетки с топленым молоком накладывайте на место всей брюшной полости. Из моих препаратов Гемонем, дальше Гемартан и Гемостерон. Эрна Асатурова. Скажите, пожалуйста, как избавиться от расширения вен на ногах? Не могу одевать платье, так видно, некрасиво. Есть какие-нибудь домашние средства? Да, домашние средства — это касторовое масло. Натирайте касторовым маслом. Также насушите печень говяжьей. Возьмите печень, порежьте ее мелко, высушите где-нибудь, я не знаю, в теплом месте. После чего вот в таком сыром виде перемелите так, чтобы получился порошок. Принимайте 1 чайная ложка после еды, запивая водой. Такой вот шрот 1-2 раза в день. Принимайте препарат медицинский Аскорутин по 2 таблетки 3 раза в день. Очень поможет. Делайте похлопывания по ногам. Елена Дмитренко. Подскажите, я сильно потею, когда нервничаю, когда холодно, особенно сильно потею. Пятна под мышками просто огромные, но без запаха. С чем связано и как привести в норму? Это связано с кислотностью лимфоузлов, которые есть в вашем теле. Что необходимо сделать? Поможет вам компресс с содой. 1 чайная ложка соды на 1 стакан воды прикладывайте в виде компресса. Принимайте ванну с содой. Полстакана соды, полстакана соли. Может помочь мой препарат Лимфонорм, наш препарат железа и КЛРикс, потому что скорее всего это у вас климактерический период вызывает еще и вот такие вспотевания. Какие-то стрессовые ситуации тоже могут повлиять на перепады вот этих гормонов. Алсу Гибатули. После реанимации у мамы образовались пролежни. Пожалуйста, как можно полечить? Мама лежачая, лежит на противопролежневом матрасе. Самый лучший матрас — это воздушный. В случае, если у человека есть пролежни, поможет ему воздушный матрас. Возьмите обычный матрас, но тот, на котором плавают вот, на море. Ну, такой, чтобы мягкий был, не из пластика, а такой более, наверное, не знаю, какие они там бывают.
прорезиновый, но такой мягкий, чтобы тело не приклеивалось к нему. Положите на него просто, не положите маму. Вот на таком матрасе воздушном пролежни образовываться не будут. Используйте при этом мою мазь от пролежней, называется антитроф. Наталья. Андрей Андреевич, заключение ригоскопии, признаки долихосигмы с формированием дополнительного петлообразования. Птоза восходящей поперечной ободочной кишки, очень болит низ живота. Как лечить и чем? Что это за диагноз? Спасибо, задал вопрос на вебинаре о здоровье, сейчас боюсь не получить ответ, очень много вопросов. С петлей долихосигмы страдает очень много людей, очень часто это может приводить к самым неприятным состояниям. Происходит застой в кишечнике. Можно ли чем-то лечить? Да, поможет золотой желудочек, вот этот препарат, гастронорм, каолин, антитокс, лангин. 1 чайная ложка лангина на 1 литр воды, туда же 1 чайная ложка каолина, 1 чайная ложка антитокса. Взболтать это все, принимать по 1 стакану 1, 2 или даже 3 раза в день, принимая каждый день по 2 таблетки препарата Бактамакс и золотой шлунок или золотой желудок. Марьяна Шведик. Моей племяннице 2,5. Врач будет сейчас настаивать на оперативном удалении. Я считаю, что это можно полечить и таким способом. Почему я так считаю? Ну, у вас вы взрослый человек, и до этого времени же вы как-то с этой петлей прожили же нормально. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что как-то же это функционировало. После рождения долго не заживал родничок на голове. Сейчас порой просыпается ночью и плачет. При обследовании выявили повышенное внутричерепное давление. Пропили препараты, которые прописал врач. Андрей Андреевич, какие препараты ТФ вы порекомендуете в данном случае? Спасибо заранее. Я порекомендую давать на ночь обязательно молоко с медом, потому что там большое количество калия находится. Калий, как известно, уменьшает ликвор мозга, уменьшает внутричерепное давление. Также можно использовать препарат моей компании Децепин. Купите его или закажите у операторов, чтобы для вас сделали его в виде чая. Используйте его 1 столовая ложка, 1 чайная ложка на стакан воды. Можно добавлять эту жидкость в компот, выпаиваете ребенка. Также поможет снизить давление, поможет, если ввести в рацион питания ребенку большое количество кукурузы. Дело в том, что в кукурузе как раз и находится большое количество ниацина, а он уменьшает давление в голове. Поэтому давайте ребенку кукурузу. Также из моих препаратов нужно применять препарат золота по 1 чайной ложке 2 раза в день. Аурум. Таша, помогите спасти почки, оксалаты, 2 операции кисты, назначьте препараты. Вам поможет урализ манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Препарат Депосалт, препарат Подагрин. У нас есть такой препарат, кстати. Препарат Подагрин и Метикс. И принимайте так: Подагрин, Депосалт по 1 таблетке 3 раза в день. Урализ манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Препарат Метикс 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Этим самым полностью устраните оксалаты, и они формироваться никогда больше не будут. Эрма Сатурова. Также появились пятна на спине коричневые. Как можно от них избавиться? Спасибо огромное за труд. Применяйте бетулин утром и в обед по 2 таблетки 2 раза в день. Принимайте препарат Тантал и Панкрисорб по 1 таблетке 2 раза в день. Пейте чай железняк 2-3 раза в день. Это уберет коричневые пятна. Можно сделать, чтобы убрать растяжение на спине у мальчика 15 лет. Места, где возникли растяжки, зудят время от времени. Дело в том, что мальчик прочитал статьи об этом и начал переживать, поскольку это может быть серьезным симптомом серьезных заболеваний. Сейчас посмотрим его спину.
убрать растяжки поможет использование препарата Панкрисорб моей компании. Данные растяжки являются симптоматическими проблемами поджелудочной железы больше, чем заболеваний кожи. Пусть применяет препарат Панкрисорб. Скорее всего, у данного парня есть проблемы метаболического характера. Что это обозначает? Видимо, начал заниматься спортом и на этом фоне начал применять какие-то препараты спортивного питания, там L-аргининовая кислота, там аргинин и так далее. Или там какие-либо даже гормональные препараты. Делать это ему ни в коем случае не стоит, потому что это в дальнейшем может вызвать тяжелейшие поражения организма. Пусть не торопится. На время, скорее всего, нужно запретить использование препаратов спортивного питания, так чтобы этого в рационе не было. Александра Козлова. Здравствуйте, у моей дочери миостения, частые головные боли, боли в спине, потеря аппетита. При росте 157 весит 34 килограмма. Прошу вашей помощи. Миостения, какая помощь? Пусть принимает каолин и антитокс вот в таком виде. 1 чайная ложка серебра, 1 чайная ложка каолина, 1 чайная ложка антитокса на 1 литр воды. Пить по 1 стакану 2 раза в день. Далее применять препарат алгоцин и апирабин по 1 чайной ложке на стакан воды исключительно после приема пищи, можно меньше воды, 1 раз в день. Препарат метикс 1 чайная ложка 1 раз в день. Ни в коем случае не есть продукты такие, помидоры и в большом количестве кушать продукты темного цвета. Черная смородина, кожура баклажанов, темные продукты питания. Вот там есть такие сливы, ну вот все, что имеет темный цвет. Вот продукты, имеющие темный цвет, это единственные продукты, которые могут справиться с таким тяжелейшим заболеванием. Бедненькая. Мария Баша. Спасибо за ваши шумы против вирусов. Помогли мне уже в 3-й раз. Желаю вам и вашей семье благополучия. Спасибо. Очень много есть тех людей, которые написали мне гадости. Знаете, там, Дуйко нажился. Как же это я нажился на этих шумах? Я не могу понять, если их бесплатно выложил. Где же я наживаюсь? Мне аж интересно. Ну почему такие люди? Ну не нравится тебе, не слушай. Сделай же безвозмездно. Не говорю, слушай шумы, к врачу не иди. Там же не написано. Болеешь, иди к врачу. Слушаешь шумы, не помогает, начни принимать препараты. А если там кому-то помогло, то это же тоже должно как бы учитываться. Странно. Я ученица первой обновленности. Подскажите, мне 16 лет. Бывают головные боли в области затылка, передаются на макушку. Это первые признаки давления, гипертония. При наклонах вниз голова начинает болеть, изредка болит шея. Поставили диагноз адена гипофиза, микроаденома. Ух ты ж, стою на учете эндокринолога. Что посоветуете принимать СТФ? Посоветую принимать препарат Миомакс, 2 таблетки 3 раза в день. Препарат Паставит, L-триптофан, ладан по 2 таблетки 3 раза в день. Также использовать ГВИ препарат по 1 таблетке 3 раза в день. Где они их берут? В 16 лет микроаденома гипофиза. Елена Гладкова. Уважаемый Андрей Андреевич, сын 23 года ДЦП, принимал децепин полгода, уже много лет, 1-2 раза его накрывает сильный озноб, температура 40, рвота. Даю жаропонижающий, через 5 часов все проходит, потом сутки лежит пластом. Что это? Просим помощи, ребенок мучается. Это, видимо, какие-то процессы отека приводят к тому, что это с ним происходит. Каким образом необходимо это убрать, чтобы этого не было? Я считаю, что необходимо делать ингаляции. Какие? С препаратом эмбриональный эликсир. Каким образом приготовить этот препарат для ингаляции? 1 чайную ложку развести с пол-литром кипяченой воды. Используя в дальнейшем данную жидкость для ингаляции, используйте для ингаляции, добавляя в камеру ингалятора эту жидкость, делайте такие ингаляции. Хорошо еще вместе с этой ингаляцией для усиления действия добавлять в готовый раствор 1/4 чайной ложки серебра, 1/4 чайной ложки препарата Аурум.
Это снизит в дальнейшем вот эти риски. Когда будет появляться в следующий раз вот такой вот озноб и будет появляться рвота, возьмите вьетнамскую звездочку, смажьте виски и смажьте лобную долю. Почему это происходит? Это мигрениевидные дистонии. Они у него или там какие-либо еще дистонии, их там целая куча. Видимо, это какая-то из дистоний, которая приводит его к мигрени, и вот это с ним происходит. Можно попробовать принимать препарат Мигрофит, но хотя бы месяца 2. Татьяна Токарчук. Моя сестра 3 месяца не может ходить, болит левая нога и частично отекшая. Врачи Санкт-Петербурга не могут ее вылечить, говорят особые случаи. У нее застарелая гематома на бедре, тромбофлебит под коленом, частично порванной связки голени. Что-то с нервными окончаниями в ноге. Помогите, пожалуйста, моей сестре встать на ноги. Возьмите черный хлеб, добавьте в него соль, разжуйте и выплюньте. И вот этим составом вокруг ноги облепите все и сверху обмотайте, желательно всего красной тряпочкой. Так, чтобы она лежала. Когда полежит, нужно снять и еще раз это сделать. Сделайте так на протяжении дня 3-4 раза в день. На протяжении всего дня давайте ей аскорутин препарат по 2 таблетки 3 раза в день. Это антикоагулянт, просто правильный. Далее обязательно давайте бульон из головы свиной или бульон из головы говяжьей или бараньей. То есть возьмите кости из головы, сварите их и вот таким бульоном поите ее 1 раз в день, но не крепким бульоном, а таким легким, солененьким. Это все в дальнейшем поставит ее на ноги. Сейчас главное убрать развивающуюся гангрену и заставить все-таки это все функционировать. Уже много лет болят и опухают ноги, снабжение, боль в пятках, ужасно болят, опухают. Также болит тазобедренный сустав, когда хожу и лежу. Сейчас еще и колени болят. Боже мой, и сейчас. Снизу до колена жилы внутри натянуты струнами. Боль ощущаю, когда массирую, чувствую боль в этих местах. Лечила бесполезно. При ходьбе ощущение, что ноги болтаются. Подскажите, пожалуйста, как лечить? Начните лечить с применения противоартритной терапии. Я об этом уже говорил. Начните принимать Артридикс, Метикс, Урализ, Манкулит по 1 чайной ложке. Используйте бешафитовый бальзам, золотой бальзам Дуйко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У моего сына, 14-летнего мальчика, в конечном хвосте 6 сантиметров липома, которая обвивает нервное окончание позвоночника. Поэтому затруднено мочеиспускание и онемение ног. Врачи не могут вылечить его. Посоветуйте, как от него избавиться. Необходимо матери или отцу взять ребенка с собой в баню, купить свежий веник березовый. После того, когда ребенок будет распаренный, необходимо взять его, наклонить и очень сильно по месту, где находится липома, постучать и сказать: раз папа не добил, получай, раз мама не добила, получай. После этого вот так поплевать через левую правую сторону, и чтобы ребенок пошел, смыл это с себя. Вы знаете, это может за 1 раз убрать липому. За 1 раз. Правда, это очень эффективный способ. Это не медицинская система, но она, к сожалению, почему к сожалению? Для многих медработников то, что я рассказываю, вызывает сожаление. Также я могу сказать, что, наверное, если бы я применял свои методы, то многие медицинские работники могли бы остаться без работы. Конечно же, за это меня многие врачи ненавидят. Но я хочу еще раз сказать, я не призываю никого лечиться моими способами. Если у вас что-то болит и вам врачи должны помочь, идите к врачам, пусть помогают. Но если у вас я последняя инстанция, то тогда можете меня услышать. При липоме
я советую применять болтушку из яйца. Помните, я когда-то рассказывал, берете болтушку, берете, вернее, яйцо сырое в кожуре, его заливаете уксусом, пусть оно стоит неделю, потом его прокалываете. Болит позвоночник, мажете этим составом позвоночника. Есть липомы, мажете липомы. Болят суставы, мажете суставы. Болит голова, мажете голову. Где бы что ни болело, все от всего помогает. Он великолепное средство. Как это работает? Обычно любое заболевание сопровождается тромбозом. Тромбоз устраняется уксусом. Любое заболевание связано с воспалением покровов. И именно поэтому необходимо применение антибиотика. Как известно, в белке яйца находится лизоцим. Это естественный антибиотик, который вырабатывается слюнными железами человека, собаки и других животных, является антибиотиком. Далее, также в яйце находится в желтке трансфер-фактор. Это вещество, которое участвует в улучшении иммунитета. А также находится ряд веществ, которые могут восстанавливать ткани. Это стволовые клетки, это трансферы, которые являются трансфер-факторами, как бы заменяя клетки пораженные на клетки, восстанавливающие это поражение и участвующие в быстром. Имеются противовоспалительные вещества. Именно поэтому сам рецепт уникален тем, что он от всего. Кожные заболевания можно этим лечить, грибковые заболевания можно этим лечить, позвоночник болит можно, ноги отекают, да, если варикоз тоже, а если суставы болят, да, если давление поднялось, можно, а если голова болит, можно натереть, можно, а если болеешь, можно натереть, да. Кроме внутрь он не нужен, внутрь такое принимать нельзя. Поэтому липому лечить можно, а любые какие-нибудь бородавки тоже. Нинель Зайдир. Беда в семье, у многих детей моего зятя оговорили. Адвокат сама в недоумении ничего не может сделать, и зятю дали 5 лет. Половину он отсидел, выйдет ли он досрочно. А я при чем? Что с вами вообще? Я при чем вообще? Зачем вы это пишете? Ну вы даете. Люба Экерт. У дочери гидроцефалийный синдром, часто болит голова, сутулится. У нее 2 маленьких детей, нужно много сил. Подскажите, пожалуйста, как лечиться, что пропить СТФ? Пусть принимает золото, ладан, миграфит, диторекс, паставит. Скажите, чем можно остановить сильный зуд в теле? Муж принимал 14 дней антибиотики, которые назначил врач по поводу остеомиелита первой фаланги большого пальца на ноге. Принял 7 сеансов терапии, делаем перевязки пальца. Хотим избежать оперативного вмешательства, принимаем препараты ТФ. Приобрели в Анаде серебро, антитокс, препараты для улучшения циркуляции кожи нижних конечностей. Делаем ингаляции лечения псориаза и сахарного диабета, как советовали на вебинарах. Зуд периодически сильный, невыносимый. Чем можно помочь? Вам помогут соляные обтирания. Возьмите стакан или 2 стакана соли, насыпьте в ванну, примите эту ванну. После чего вот такой соленой ропой, и еще желательно просто солью такой измельченной, а пусть оботрется и высохнет. Делайте это 2-3 раза в день. На протяжении дня пейте чай череда с крапивой. Купите череда крапива, заваривайте по 1 столовой ложке одного и другого на 2 стакана кипятка. Пусть пьет этот чай 2, 3 или даже 4 раза в день. Таким образом, это устранит проблему зуда. Моего сына 12 лет, много родинок, они продолжают появляться на теле. Посоветуйте, что пропить СТФ. Много родинок – высокая кислотность желудка. Для того, чтобы этой высокой кислотности не было, необходимо освободить желчный пузырь. Видимо, это связано с тем, что не до конца освобождается желчный пузырь. Почему?
Желчь участвует в ощелачивании нашего желудка. Таким образом, кислотность не подавляется. Это все приводит в дальнейшем к появлению панкреатита и появлению вот таких бородавок, родинок на теле. Для того, чтобы улучшить состояние, необходимо лечить одновременно поджелудочную железу, желчный пузырь и снижать кислотность желудка. Выполнять это необходимо следующим образом. Принимайте чай железняк под одному стакану 2 раза в день. Применяйте препарат Лунглин по 2 таблетки 2 раза в день. И препарат Панкрисорб тоже по 2 таблетки 2 раза в день. 1 месяц. Также препаратом Диа можно смазывать сами бородавки или родинки. Это уберет в дальнейшем, как бы они потемнеют, отсохнут и поотпадают. У меня давно болит копчик, когда сижу. Сейчас резко боль усилилась, при ходьбе отдает в левую ягодицу. По лестнице подняться, слезы выступают. Ношу зеленую нить уже давно. Лежу на иголочках, делаю зарядку 5 упражнений. Посоветуйте, пожалуйста, как можно мне полечиться. Мне 61 год, я работаю. Вот что поможет. Возьмите молоко сырое, залейте его уксусом или когда закипятится, добавьте сок 1-2 лимонов. То, что получится, отожмите и вот этой сывороткой, творожком вот таким прикладывайте к месту, где болит у вас копчик на 1-даже на 10-20 минут. Также смазывайте камфорным спиртом. Это у вас ишиаз. Он вот так проявляется в виде воспалительного процесса. Вот таким методом можно убрать. Можно использовать мазь вальгусановая, тоже смазывая это место. Андрей Андреевич, у мужчины сильное недержание мочи. Как можно помочь? Поможет препарат моей компании Энуретин, Цистонорм и Ренокс по 2 таблетки 3 раза в день. Также ректальные свечи изотоновые. Лариса Гойфман. Моей внучке 11 лет, у нее постоянно нарастает зубной камень. Делаем чистку каждые полгода у врача. Чем можно ей помочь, если у вас какие-то препараты, что помогут от этого избавиться? Пусть камень нарастает в тот момент, когда высокая щелочная реакция желудочно-кишечного тракта. Также это происходит при дисбактериозе и брожении. Если у человека очень нарастает кишечный зубной камень, в дальнейшем это может спровоцировать или быть симптоматической подсказкой того, что скоро появятся кожные заболевания, особенно на локтях. Чем это необходимо устранять? Первое, необходимо полностью посадить на строжайшую диету, в которой будет мало сладкого. Из сладкого можно принимать только мед, и только 1 раз, и только вечером. Второе, необходимо принимать каолин, 1 чайная ложка на 1 стакан воды 1 раз в день. Это будет ощелачивать желудок и желудочно-кишечный тракт. Третье, принимать препарат Лунглин, 1 таблетка 1 или даже 2 раза в день. Татьяна Ростова. У меня витилиго, но поражение не сильное. По молодости ходила к дерматологу практически и всегда говорилось, что витилиго не лечится и не передается по наследству. У моей старшей дочери стали появляться потихоньку белые пятна. Она переживает, может это не витилиго, ей 28 лет, пока никуда не обращалась. Наверное, есть на что обратить внимание. Спасибо, что вы есть. Когда женщина очень быстро худеет и делает это принудительно, и делает это не в здоровом виде, когда у женщины появляется гастроэнтеральный рефлюкс, то есть происходит заброс пищи в пищевод, обычным явлением этого всего является ограничение в пище, появление заболеваний желудка, появление заболеваний, энтерозаболеваний. Это всегда сопровождается, очень часто сопровождается появлением белых пятен, которые в дальнейшем могут перейти в витилиго. Каким образом нужно лечиться? Не ограничивать себя в пище. Не ограничивать себя в пище. Стараться есть вкусно. Ни в коем случае принимать препарат Гормонорм, ощелачивать кишечник. Вот там я рассказывал антитокс и каолин. Принимать вот такую болтушку, ну хотя бы 1 месяц. Обязательно принимать щелочные виды водички, будь то боржоми, или это миргородская, или липецкая, или какая-нибудь там хуйня Диянаш и так далее. Боржоми.
Галина Житарюк. Как можно с вами созвониться или выслать вам диагноз? Спасибо. Никак. Пишите вот в Фейсбуке, я отвечаю на письма. Сегодня смотрел на эти письма и отвечал на них. Их вот сейчас я смотрю около, наверное, здесь 1000. Сергей Хайман, Надина, Энгизинес, Варадел, Тамара Клочко, Катя Врияменко, Зиля Гальдешина, Клевак, Суржок, Шабалина, Санникова, Тофан, Савина, Зелень, Кириндясов, Саркисян, Головко, Скляр, Колесник, Бондаренко, Бабиева, Рыжова, Куренева, Улина. Это вот я не отвечаю, потому что Кожушко, Сибирина, Дмитриева, Коршункова, Беняшвили, Качук, Александрова, Дербенева, Мизалая, Шевчук, Фуха, Васильева, Лесна, Дускумскаева, Кораблева, Марциева, Корниенко, Григорий. Это вот очень много писем, чтобы вы просто понимали. Ответить на все письма практически невозможно, потому что это занимает... Вчера я отвечал на письма, это заняло у меня около 5 часов. То есть быть человеком, который будет сидеть и отвечать только на письма тех людей, которые болеют, это просто невозможно. Это нереально сделать. Поэтому если я вам не отвечаю, извините, вам придется обращаться к оператору. У меня колющие боли в лопатках, при дыхании чувство нехватки воздуха. Проверяла сердце, вроде все в пределах нормы. Снижен пульс, подскажите, в чем причина? Обычно, когда человек задыхается, это не обязательно связано с легкими. Это может быть связано с гемоглобином. Формирующийся гемоглобин гликируется, то есть в нем появляется вместо кислорода к эритроциту крепится глюкоза, и он становится гликированным. Для того, чтобы этого не было, отмените прием сладкого раз, снижен пульс, принимайте кальций, потому что кальций участвует в сокращении сердца. Кальций принимайте в виде препарата цитрокальцимин по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Принимайте фитоэнергетик, 1 таблетка 1 раз в день. Принимайте препарат иммуногрант. Также можно принимать препарат, который называется, сейчас покажу, капли нормалин. Работаю водителем автобуса. Ой, как глаза нужны зоркие. Мне 65 по паспорту. С уважением, ученик школы. Вы должны знать, чем меньше человек спит, тем хуже его глазам. Именно поэтому необходим сон. Самый простой способ лечить глаза — это досыпать 1 час днем. Дальше, самый простой способ уничтожить глаза — это недосыпание. Это, конечно же, раннее просыпание. Ну и, в общем-то, резкие просыпания ночью. Вот смотрите, во время простатита, аденомы предстательной железы мужчина может много раз просыпаться ночью. Это влияет на глаза. Когда храпит, может просыпаться. Когда, допустим, нехватка кислорода в помещении, алкоголь, это все может вызывать вырабатывание тестостерона резко. Это может все приводить к тому, что человек ночью не высыпается. Раннее просыпание. Чем можно помочь? Один из самых простых способов — это применение моего препарата Мнемонорм, второе препарата гликоцитрохромин и третьего препарата Ладан. Применяйте препараты Мнемонорм и Ладан по 1 таблетке 3 раза в день, а препарат гликоцитрохромин по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. Также поможет черничная паста. И вообще употребление любых ягод темного цвета улучшает зрение, кровообращение в сосудах глаз. Если можно, народный рецепт от избавления глистов в одном из вебинарий вы рассказали, я найти не могу. Еще вопрос моему внуку, 2 года, у него частые сопли. Пошел в садик, говорят, раз в садик пошел, то так не переболеет и так будет. Но это же правильно, спасибо большое. Пожалуйста. Как восстановить связки
Чтобы не было соплей, ребенку необходимо делать ингаляции. Народный способ: наварили картошку, накрыли ребенка, чтобы подышал. Народный метод избавления от глистов взрослого человека делается так: на 1 стакан зеленого чая 1 столовая ложка касторки, 1 столовая ложка, даже не так, на 1 стакан зеленого чая 1 столовая ложка сахара. После этого человек выпивает этот зеленый, и 1 столовая ложка коньяка. После чего человек выпивает 1 стакан вот такого чая на ночь и выпивает 1 или 2 столовые ложки касторового масла. Утром все глисты из тела выходят. Делается это 7 дней подряд. Великолепный способ такой. Я не знаю почему. Это, конечно же, вызывает улыбку обычно у всех нормальных думающих людей. Но почему-то я заметил, что женщины, которые не могут выйти замуж, применяя вот такое средство от глистов на протяжении даже там 10 дней, в дальнейшем очень быстро выходят замуж. Почему? Не знаю. Но заметил, вот факт 100%. Ну что, 13:20, будем заканчивать. Я постараюсь ответить дополнительно на ваши вопросы. Ура, приобрела первую обновленную ступень. Спасибо за вдохновение, пожалуйста. Голова начала побаливать, как и чем убрать боль. 1 час днем спите. На ночь обязательно выпивайте стакан молока с 1 столовой ложкой меда. Даже если худеете, не переживайте, от этого не поправляются. Ученица школы у моего парня, психические кашель и насморк. Как помочь ему? Это длится уже давно. Пусть принимает Поставит и Диторекс по 2 таблетки 3 раза в день. Не пройдет, добавьте Тарантел. Подскажите, пожалуйста, можно ли применять березовый деготь детям 7-9 лет для лечения хронического кашля? Если у ребенка есть аллергия на березовую пыльцу, деготь все равно можно. Нет, нет, нет. Если на любые продукты березы, деготь принимать нельзя. Прошу совета. Невролог поставил мне диагноз блефароспазм глаз. Сказал, что лечения нет и неизлечимо. Глаза болят, непроизвольно зажмуривается. Знаешь, что это такое? Хожу с открытыми глазами. Найдите семинар, который называется у меня блефароспазм, лечение судорог, блефароспазма и эпилепсии. И я там рассказываю о том, как это появляется и как можно уменьшить. Ага, этот семинар, я его проводил несколько недель назад, и он был посвящен аммиаку. Я говорил о том, что аммиак, накапливающийся каким-то образом в крови, может быть синдром. Ага, он назывался лечение аутизма, вспомнил. Семинар, который называется лечение аутизма, и я там очень подробно рассказываю о блефароспазме в том числе. И рассказываю, как подавить, что необходимо принимать, ну и так далее. Можно ли это убрать? Можно, да, там об этом всем рассказываю. Я желаю вам здоровья, будьте здоровы. С компанией Тибетская формула, не болейте, с наступающим вас праздником Нового года. По всем вопросам, которые вы хотели бы задать мне, обращайтесь к операторам, телефоны которых указаны в левом верхнем углу. Также подписывайтесь на наши новости, сделать это можно со своего телефона, направьте на штрих-код, как он называется, QR-код. Направьте на QR-код свой телефон и перейдите по ссылке, которая появится у вас в телефоне. Подпишитесь на новости компании Тибетская формула. Получайте наши новости на своем телефоне, в Вайбере, WhatsApp или любой социальной сети, чтобы быть всегда в курсе наших событий, появляющихся новинок и так далее.